обратила внимание, что к поиску духовному меня толкает, ну, когда оно возникает, некое чувство незавершенности, недостаточности. I've noticed that I'm compelled to do spiritual pursuit by a certain sense of things are not complete and it's not enough. Вопрос в том, что я понимаю, что это чувство просто принимается за некую реальность, и тогда начинается поиск. I understand that I take this feeling to be some sort of reality, and it's then that the search starts. И вопрос в том, как различить, что именно, ну, где тут возникает это. Ну, то есть не в том, чтобы избавиться от этого чувства, как я понимаю, или же от него нужно как-то избавиться, или же нужно различить, что принимается за реальность в этом. So should we try to get rid of this sense or not? To see what is this that takes in drives? In this teaching, there are no shoulds. В этом учении нет никаких вот должен. There is no thing that you should do. Нет чего-то такого, что вы должны делать. The teaching is simply a collection of pointers Учение это всего-навсего сборище указателей, that indicate something. которые на что-то указывают. So it's truly pointing you back to this wholeness, Они нам указывают на эту целостность, which is, as we say, your true nature. которая является вашей истинной природой, как мы это говорим. But it's not enough simply to say, well, my true nature is consciousness, my true nature is wholeness. Но недостаточно просто сказать, моя истинная природа это сознание, это целостность. I'm really not me, I am that. Я на самом деле не я, вот я есть то. That might be an interesting start, but you need to leave that behind fairly quickly. Ну, возможно, это хорошо для начала, но достаточно быстро нужно уже это так пройти. If you can. Если сможете. In order to understand more deeply, Для того, чтобы более глубоко понимать, at a very visceral gut level, вот на уровне своего нутра, what it is you are. что вы есть на самом деле. Because there's no question that at the age of 2, in every human being, arises the sense of being separate. Потому что в возрасте 2 лет в каждом человеке возникает это чувство того, что я отдельный. It is the sense of being independent of everything. Это чувство, что я независим от всего остального. And of course, for some people, И, конечно, для некоторых людей, those people we call seekers, для тех, кого мы называем духовными ищущими, there is like a seeing through of this illusion. вот этим людям удается посмотреть за пределы иллюзии. It's not like looking through a glass. Это не то же самое, как мы смотрим сквозь стекло. It is like looking through glass like that is in that door. Это вот как если мы смотрим вот на такое вот стекло, как на этой двери, на такое как замутненное. There are shadows on the other side. Там на другой стороне мы видим какие-то тени. There is a sense that there is really something there, Там есть вот ощущение того, что там на другой стороне правда что-то есть. even though you can't see what it is. Хотя сейчас мы еще не видим, что это. But for most people, it's just a wall. Но для большинства людей это всего-навсего стена. There's no even idea that there could be anything there. И нет даже никакой идеи того, что там может быть что-то еще. But for the seeker, there is this yearning. Но у духовного ищущего есть это страстное желание. A recognition there's light on the other side. Понимание того, что там на другой стороне есть свет. And it seems warm. И он кажется теплым. And it seems something that is important.
И кажется, что там есть что-то важное, something that is very real, что-то очень реальное. and there is a pull towards that. И их туда тянет к этому. And this is what makes someone a seeker. И это то, что делает человека ищущим. If you are in the spiritual world, Если вы часть этого in many мира places, духовных ищущих, it is considered to be bad manners to be a seeker. однако есть определенные места, в которых считается, что быть духовным ищущим, это как бы неприлично. You should recognize you are already that. Вы должны уже видеть, что вы уже и так есть то. That it is the seeking that is the problem. Что проблема заключается в самом вашем поиске. And by being a seeker, you only reinforce the problem. И что если вы ищущий, то вы тем самым только укрепляете свою проблему. But that is not what we're saying here. Но это не то, что мы говорим здесь. We're only pointing to what is. Мы лишь указываем на то, что есть. And that is, the separation happens. Мы указываем на то, что отделенность происходит. The yearning to be fulfilled, to be full, Желание быть удовлетворенным и наполненным is there. Существует. And you did not make the separation happen in the first place. И не вы сделали это так, чтобы эта разделенность случилась. You did not make yourself a seeker one day. Вы не сами в один прекрасный день сделали себя ищущим. And you will not be responsible for the end of the seeking if that happens. И не вы отвечаете за конец поиска, если таковой произойдет. It is all part of what is happening. Это все является частью того, что происходит. And so with that recognition, at whatever level it comes, И видя это на любом уровне, на который приходит это видение, there comes a certain peace with how things are. вместе с ним приходит определенный покой относительно того, как все есть. An acceptance of what is. Принятие того, что есть.
Существует ли с точки зрения учения свобода воли? И то, о чем вы говорите, у меня вызывает ассоциация с неким духовным поиском и отдачей чему-то, что больше. И если это не моя воля, то вот как в христианстве есть такое, да будет воля твоя, воля Всевышнего. Понятно, что можно Бога называть другими именами, можно говорить это как абсолют или океан. Но то, как я это чувствую, это просто что-то, что больше, чем я, что-то неизъяснимое. Тогда возникает ощущение, что свободы воли моей никакой нет. И я даже не могу решить сделать следующий вдох, потому что это не я решаю. And yet the next breath comes. И тем не менее следующий вдох происходит. Isn't that amazing? Правда, это удивительно? Without your will, Без вашей на то воли, free or otherwise, свободный или какой-то еще, the breath comes. дыхание происходит. So your entire life is built on this breath. И вся ваша жизнь построена на этом дыхании. Everything, Все. your thoughts, Ваши мысли, your feelings, чувства, your actions, действия, everything follows from this breath. все следует из этого дыхания. Without it, none of those things happen. Без него ничего бы из этих вещей не происходило. And yet the breath is not made by you. И тем не менее, это дыхание производите не вы. So how can you possibly imagine that what comes after it is made by you? Поэтому как вы можете себе представить, что то, что выходит из этого дыхания, может быть создано вами? It is all dependent upon something other than you. Все это зависит от чего-то другого, нежели чем вы. And that is the pointer of the teaching. И это то, на что указывает учение. Правильно ли я понимаю, что понимание, что у меня нет свободы воли, как раз и дает ту самую свободу? Do I rightly understand that the understanding that I have no free will of my own is what gives freedom? Yes, Да. but not an intellectual understanding. Но это не, должно быть не интеллектуальное понимание. It is simply the disappearance of the possibility that it could be otherwise. Это просто исчезновение любой возможности того, что могло быть как-то иначе. Но создается ощущение, что вот это отношение к прошлому, да, не могло быть иначе, факт. По отношению к будущему, ощущение делателя или деятеля, наверное, рождает
надежду на возможность повлиять на возможное предстоящее будущее. Можно еще раз? Да. По отношению к прошлому все понятно. Изменить ничего нельзя. About the past, everything is clear. We can't change anything. Прошлое понятно, но очевидно. Без взгляда. Ощущение деятеля But the feeling of the doer рождает надежду gives birth to hope на то, что повоздействовав в настоящем, that if we do something in the present, есть возможность получить предполагаемое there will be a chance to receive будущее. something in Результат, на который ты, собственно, some надеешься. result that you hope for. Yeah. Да? There is that hope. Да. Есть эта надежда. Absolutely. Абсолютно. И всякий раз, придя в это будущее состояние, And each time when we come into this future state, есть достаточно оснований обвинить себя, обстоятельства или что-либо, you have enough cause to accuse yourself, to accuse что надо было поступить иначе, чтобы результаты были и другие, лучше, хуже, неважно. so that the result would have been also otherwise. Yes. Это речь идет о страдании? So in this case, are we talking about suffering? Yes. The sense I should have done otherwise is suffering. Вот это чувство, что я должен был бы поступить иначе, это страдание. But it all stems from the sense that you were authoring it in the first place. Но все это происходит из чувства того, что я вообще могу быть автором всего этого. And that's what we're looking at. И именно это мы и рассматриваем. Did you author the action you feel you should have done differently? Были ли вы на самом деле тем автором того действия, про которое вы думаете, что вы должны были поступить иначе? That's the question. Вот в этом вопрос. Но факт, что оно произошло со мной, не знаю, моими руками. But the fact that it happened to me and that it was done by my hands. Mm-hmm. Yeah, makes it very personal. Делает его очень личным, да? Согласен. Но там на момент, когда приходит мысль, But it being personal does not mean you suffer. Но от того, что это очень личное, это не значит, что от этого надо страдать. The suffering is a product of another impulse, and that is what we're pointing. Страдание является результатом другого импульса, и это именно то, что мы рассматриваем.
многие мастера Адвайты призывают быть в покое. Вот какое место занимает покой в вашем учении? Many teachers of Advaita say that peace. What is the peace in peace or in your teaching? The peace that I talk about is, well, the peace that this living teaching talks about Тот покой, о котором говорит живое учение, is the peace that comes as part of the recognition you are not the author. это тот покой, который приходит, когда понимаешь, что ты не есть автор. So it is a peace that is the absence of the suffering, not the presence of peace. Поэтому это такой покой, где есть отсутствие страдания, а не присутствие покоя. When there is the feeling of the presence of peace, Когда есть чувство присутствия покоя, then within it is the seed of its opposite. тогда в нем таится семя его противоположности. So this teaching doesn't tell you to do anything, Это учение не говорит нам ничего делать, including be peaceful. в том числе и не говорит нам пребывать в покое. What it says is, look here, Оно говорит, посмотрите сюда, if you can. если сможете, No pressure. без давления, No success, no failure. тут не может быть ни побед, ни поражений. And that is the most difficult, threatening thing for the false sense of authorship. И для ложного чувства авторства это самое трудное, самое угрожающее, что только может быть. There's nothing to claim. Это значит, что не на что притязать. The false sense of authorship loves a system where you can graduate to different levels of enlightenment or different levels of spiritual attainment. Ложное чувство авторства обожает такую систему, вот, при которой можно постоянно подниматься на какую-то новую ступень просветления или какую-то новую ступень свершений. And everybody sits around comparing how high they are. И все сидят вот и сравнивают, кто насколько высоко поднялся. Ah, I'm higher than that guy. Вот я вот выше, чем он. This girl over there, А девушка, нет. I'm almost there at the top. А я почти уже на самый верх поднялся. One more little step, I'll be at the very top. Один последний маленький шажочек, я до самого верха дойду. And you, I'm not even going to hang around with you. А с тобой я вообще даже и тусоваться не буду. Because I only associate with people beyond this level. Потому что я общаюсь только с людьми, которые выше вот этого уровня. People at a lower level bring me down. А люди более низшего уровня, они сами тащат меня за собой на свой уровень. It's endless. И это бесконечно. So in this teaching, there's no winners and no losers, В этом учении нет победителей и нет проигравших. no stars and no failures. Нет звезд и нет неудачников. It is really quite beautiful. И вот этим оно прекрасно. But the false sense of authorship hates. Но ложное чувство авторства это терпеть не может. It is not satisfying at all. Для него оно вовсе не удовлетворительно. Я не хотел говорить об авторстве, потому что
Мне кажется, это такой чрезвычайно тонкий момент. I want to talk about authorship because I think this is a very, very subtle point. Мне кажется, что для меня этот вопрос решен давно, я художник. It seems to me that for me this is a problem which is already solved for an artist. Yes. И мне кажется, что авторство имеет отношение к ответственности. And I think that authorship is tied to the sense of responsibility. И по отношению как бы даже как уважение, может быть, или как бы как зоне своей ответственности на протяжении какого-то периода времени, как целостность. It's connected to some zone of responsibility. То есть я просто вопрос мой, я прошу прощения, что вопрос неявный, но можно ли сказать, что проблема авторства или его отсутствия лежит в мире как бы двойственности, является как бы проекцией социума как бы на эту проблему, ее заостряет, как бы волнует умы? Может быть, просто эта проблема снимается, когда авторство происходит в согласии через принятие ландшафта, пространства, как способа контакта. То есть приятие является способом соединения с миром, как бы, ну, или со всем сущим. Тогда проблема авторства не становится такой острой. Ты как бы действуешь совсем вместе, и как бы ты являешься только как бы зоной какой-то ответственности, как бы, а не самовыражения. Sure, you can do that. Да, конечно, вы можете так сделать. Report back. И, потом скажите мне, как это было. See what you see. Увидите то, что вы увидите. You can start looking at any point. И вы можете начать смотреть в любой момент. And so you have this hypothesis. У вас есть вот эта гипотеза. Test it out. Опробуйте ее. Absolutely. Безусловно. Но, с другой стороны, все эти разговоры и вопросы являются лишь как бы способностью в течение данного периода времени не знаю, соединиться со всем сущим благодаря вот этим возможностям, которые здесь находятся. Поэтому эти разговоры, конечно, важны, но с другой стороны, Yes, it's an opportunity. Да, это является некой возможностью. Yeah. There is opportunity in the talking, and there's opportunity in the silence. Есть возможность в разговорах, есть возможность в тишине. And there's opportunity in the listening. И есть возможность в слушании. Ну, вот здесь очень многие родители. Это означает, что у каждого своя роль. Сын мой или дочь моя. Ответственность и мое. Через меня родился человек.
И я не знаю, что будет через миг. And I don't know what's going to happen in a moment. Но, как бы сказать, я вижу один только выход – любовь. And I see only one way out, that is love. Чтобы вот это чувство ложного авторства, оно не прицепилось. И чтобы я могла делать точное действие. All sense of authorship would not claim anything, and so that I would be able to do very precise actions. Если я ушла с любви, будет ложь If I would go и from насилие. the way of love, then that means the way of lies and violence. So the big word there is if. Тут самое важное слово «если». If you do this, then that happens. Если Yeah. вы делаете это, то происходит это, да. And so what we're looking at is what makes one person go this way and another person go that way. Поэтому здесь мы рассматриваем, что заставляет одного человека пойти по этому пути, а другого по тому. What moves you in the way of love Что двигает вас в сторону любви, and another person into the way of hatred. а другого человека в сторону ненависти. What makes you a good parent Что делает вас хорошим родителем. In fact, Ram Цзы had something to say. Кстати, Рам Цзы об этом тоже что-то говорил. This one's not so bad. Number 2. Ram Цзы has a question for you. У Рам Цзы есть к вам вопрос. You are kind to others. Ты добр к людям. You give to charity. Ты подаешь милостыню. You go to church. Ты ходишь в церковь. You pray with sincerity. Ты искренне молишься. You are honest in your business. Ты честен в делах. You fulfill your obligations. Ты выполняешь обещания. You know yourself to be a good person. Ты считаешь себя таким хорошим. Where did these qualities come from? Рам Цзы спрашивает тебя, откуда в тебе эти достоинства? How is it that your heart is not swollen Как произошло, что твое сердце не переполнено with the rage and despair гневом и отчаянием, that causes a man to slaughter his children? толкающими кого-то на убийство своих детей? Are you really so different from him? Ты действительно сильно от него отличаешься? Follow the spoor of your blessings to their source. Пройди по следам своих благодеяний до их источника. There will be God. Там Бог.
можно вернуться к вчерашнему примеру со стаканом? Can we come back to yesterday's example with the glass? The glass? Стакан? Когда был разговор о том, что вот я хочу взять этот стакан с водой, и я его беру. Why don't you want the glass? Вот это ощущение того, что я могу взять этот стакан, This feeling that I can pick up this glass не знаю, жажда, because I'm thirsty. и то, что жажда утолена, делает меня делателем. And the fact that I was able to drink and stop being thirsty makes me the doer С позитивным результатом. with a positive result. Вариант номер 2. Okay, variant number 2. Я не доношу стакан, стакан выскальзывает по какой-то The причине. glass slips from my fingers, I'm not able to bring it to my mouth. Это не отменяет того, что это сделал я. It doesn't cross out the fact that it was I who did this, Но результат отрицательный. but the result was negative. Страдания по поводу того, что у меня не получилось, The suffering because of the fact that I wasn't able to do it, ведь не отменяет того факта, что в первом случае, когда мне удалось напиться воды, doesn't cross out the fact that in the first variant, when I was able to drink the water, это делал я. it was I who did it. Ну или тот я, за которого я себя понимаю. Or at least the same I, whom I understand to be Yes. that. То получается, что ощущение делателя, если оно, пусть будет пафосно, не омрачено вот этим чувством страдания, не является проблемой. So it turns out that the feeling of being a doer, if it's not tainted by this result, is not actually a problem. Correct. Да. Так дети учатся писать, читать, That's the way они children совершают learn to read and write. многократно, хоть ходить так учатся все. Yes, the way everyone 3000 walks. попыток до того, пока пойдешь. You have 5,000 attempts before you learn to really walk. Okay. But we're talking about two different things. Мы с вами говорим о двух разных вещах. When I pick up the glass and I drink and satisfy my thirst, there is pleasure. Когда я беру стакан, вот пью, утоляю свою жажду результатом удовольствия. When I drop the glass, there's pain. Когда я I'm thirsty. роняю стакан, у меня появляется боль, потому что я все еще хочу пить. That's life. Такова жизнь. Sometimes the glass makes it to your mouth, sometimes it doesn't. Иногда стакан доходит до ваших губ, иногда нет. Exactly. And I did both things. И я и то, и другое сделал я. We can say this is how the sage goes through life. Мы можем сказать, что именно так идет по жизни мудрец. All the time. Все время. What happens often for people is when the glass drops, А что часто происходит у людей, когда стакан падает, выскальзывает из рук, and the thirst starts, а человек все еще хочет пить, so there is pain or discomfort. то есть у него присутствует боль или дискомфорт, The false sense of authorship becomes involved, в дело вовлекается ложное чувство авторства, and a whole story begins. и начинает разворачиваться целая история. I should have been more careful. Я должен был бы быть более аккуратным. I should have done it differently. Я должен был бы сделать это иначе. Now what will become of me if I can't get any more water? Что теперь со мной станет, если я не смогу раздобыть еще воды? So guilt and fear. То есть чувство вины и страх. This is suffering. Это страдание. That is the secondary involvement. Это вторичная вовлеченность. But
The doer is simply part of the action. Но тот, кто делает, просто является частью действия. And there is no suffering in the doing until the false sense of authorship gets involved. И в делании нет никакого страдания до того момента, как начинает вовлекаться ложное чувство авторства. Only the pleasure and pain of life. До этого есть только боль и удовольствие жизни. Если боль заставит меня повторить это действие If pain will make me repeat this attempt, и добиться результата, and it will make me get a result, не испытывая страданий на предмет боли, without feeling any suffering because of the pain, тогда присутствие делателя как части происходящего, then the presence of the doer as part of the whole doing собственно, не рождает страданий. does not give birth to suffering. That is correct. Да, верно. Какова роль учителя, гуру в пробуждении? What is the role of the teacher, of the guru in awakening? The guru may be one factor out of billions of factors in a particular awakening. Гуру может быть одним фактором среди миллионов других факторов в каком-то конкретном пробуждении. Он является необходимым условием. Is it necessary? Is it necessary? No. Нет. My own feeling about the guru is that it is one of life's greatest joys. Я лично считаю, что гуру – это одна из самых больших радостей в жизни. It's not a question of what will the guru give me, Это не вопрос того, что гуру мне даст, but simply the finding of your guru а просто сам факт того, что вы нашли своего гуру, is to fall in love in the most profound way. это значит влюбиться самым глубоким образом. And so, that is its own reward. И это явление само себе является наградой. Что скажете насчет милости гуру, который передал вам какую-то энергию? What could you say about the grace of the guru who transferred some energy to you? I would say that if the guru feels that he is the one who is transferring the energy to you, Я бы сказала, что если гуру считает, что это он передает вам какую-то энергию, then he still has a few things to understand. значит, ему еще осталось много что понять. But the energy may certainly transfer to you. Ну, а энергию, безусловно, вам передается. But it is not the guru who controls the dispensing of the energy. Но не гуру контролирует передачу энергии. If he was, Если бы он это контролировал, then he is nothing more than a drug dealer. то он был бы просто наркоторговцем. Because as she said, the guru is a drug. Потому что, вот как девушка тут сказала, что гуру – это наркотик. This may well be the case. И это вполне может быть как раз этот случай. But the question is the guru the drug or the drug dealer? Но тут вопрос даже в другом. Является ли гуру наркотиком или наркоторговцем? When the guru is the drug dealer, it gets really ugly really fast.
И когда гуру это наркоторговец, то все очень быстро становится очень некрасивым. But when the guru is the drug, it is quite beautiful. А когда гуру это наркотик, тогда все очень прекрасно. Можно ли сказать, что страдание удваивает боль? Can we say that suffering makes the pain double? I would say that suffering makes the pain 1,000-fold. Я бы сказал, что страдание делает боль в 1000 раз сильнее. Suffering makes the pain of the moment cloud everything. Страдание заставляет боль настоящего момента покрыть собой все. Отсюда два вопроса. Мнительность как свойство характера является чем-то сравнимым с страданием? Ну вот, я не знаю, как описать мнительность, в смысле дать определение слову мнительность. Ты боишься, что это плохое? Да, да, это которое предвосхищающее негативное ожидание, может быть так. That is called fear. Это называется страх. And fear, projected fear, is the involvement by the false sense of authorship. И проецируемый страх – это вовлеченность ложного чувства авторства. I must control the future. Я должен контролировать будущее. And yet, I know in my guts, I don't have the power to control everything. Однако я чувствую своим нутром, что я не обладаю силой все контролировать. So I must do it, but I can't do it. Поэтому я должен это сделать, но я не могу этого And that сделать. is fear. И это страх. And that is suffering. И это страдание. Это факт. Это так. По крайней мере, для меня в данный момент. Получается, что страдание, увеличивая боль, то есть боль в принципе заставляет
ее огибать, ну, обходить, не допускать. So suffering makes pain worse. Pain just by itself makes us want to go around, to come. И страдание просто усиливает эту дистанцию до этой боли. And suffering just increases the distance to this pain. Yes. Как определиться с выбором? Нужно идти до конца или нужно оставить борьбу и плыть по течению? Как вот найти вот этот способ решения этого вопроса? How can you decide what to go all the way or to just let go of the whole struggle? How can you I have no answer for you. У меня для вас нет ответа. This is not a how-to teaching. Это учение не рассказывает нам, как что-то делать. It asks the question, what will move you to do one thing or another? Учение задает вопрос, что движет вами, заставляя делать одно или другое. Even if you decide that one action is the best, Даже если вы решите, что какое-то одно действие самое лучшее, what will enable you to pursue that action? что даст вам силы следовать в этом направлении? These are the questions that the teaching asks to direct you. Это те вопросы, на которые учение направляет ваше внимание. So that you look what is underneath your problem. Чтобы вы посмотрели на то, что находится под вашей проблемой. And perhaps in that seeing, the problem will dissolve. И, возможно, в этом видении сама проблема исчезнет. And the ultimate understanding is that the universe, you will do that which the universe propels you to. И конечное понимание состоит в том, что вы будете делать то, на что вам даст силы делать Вселенная. And in the recognition of this simple fact, И в осознании этого простого факта there is peace. есть покой. And I hope it finds you. И я надеюсь, что он вас найдет.